Привет, меня зовут Сергей. В одном из наших прошлых уроков мы с вами делали украшения для ручки в виде лемура. А в этом видеоуроке сплетем тоже украшения, но на этот раз в виде коалы. Или детеныша коалы, или взрослой коалы, кому как больше нравится. И в этом нам поможет коала из киндер-сюрприза. Кстати, для тех, кто не знает, что у меня есть канал по распаковке киндер-сюрпризов, и тем, кому интересна эта тема, я советую подписаться на мой второй канал. Ссылку на него я оставлю в описании к этому видео. Ну а сейчас давайте займемся плетением. Итак, поехали! Приготовьте ваш станок. Ряды на нем расположите так, чтобы центральный немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков должны смотреть на вас. Плетение мы начнем вот с этой части станка. Здесь будет голова коалы. И постепенно будем снижаться вниз к телу. И, конечно, приготовьте резинки тех цветов, которые вы будете использовать. Основной цвет у меня будет фиолетовый. А для ушей коалы я буду использовать темно-фиолетовый. Возможно, на видео вам не очень хорошо видна разница между цветами этих резинок, но в итоговой фигурке, я думаю, вы эту разницу увидите. И если мы обратим внимание на фигурку коалы из киндер-сюрприза, то увидим, что здесь тоже тело у нее серого цвета, а ушки темно-серого цвета. И поэтому вы можете, например, если у вас серые резинки есть, то для самой коалы использовать серый, а для ушей темно-серый цвет. Или, например, если из зеленого цвета плетете, то из салатового цвета основное тело, а из зеленого, темно-зеленого ушки. Итак, берем две резинки и накидываем их с первого столбика центрального ряда на первый столбик правого ряда. Берем еще две резинки и накидываем по правому ряду раз пара и чуть ниже пара. Мы в процессе плетения всегда практически будем накидывать резинки парами. Берем две штучки и накидываем чуть ниже. Берем еще две фиолетовых и с левой стороны накидываем точно так же. Сначала с первого столбика центрального ряда на первый столбик левого ряда. Затем пару накидываем по левому ряду. Берем еще две резинки, накидываем дальше по этому же левому ряду. И вот такая голова у нас уже почти сформировалась. И теперь нам ее нужно закруглить, накинув резинки с крайних столбиков на центральный. Вот такая голова. И теперь, конечно же, нам нужно накинуть резинки по центру, тоже парами. С первого на второй столбик центрального ряда берем еще одну пару. Накидываем со второго на третий столбик центрального ряда и с третьего на четвертый. Готово. Теперь переходим к телу. Но чтобы перейти к телу, нам, конечно же, понадобится шея. Поэтому дальше мы накидываем две резинки, и они у нас будут являться шеей. Берем еще две резинки, переходим вновь на правый ряд и переходим на левый ряд, тоже две резинки накидывая. Теперь по каждому ряду нам нужно накинуть по 3 пары резинок. Раз. По правому ряду сначала накидываем 2. Еще пару берем. 3. Теперь по центру тоже. Раз. 2. И еще одна пара, 3. По левому ряду накидываем. Раз. 2. И еще одна пара, 3. Отлично. Теперь с центрального ряда мы накидываем резинки на крайние ряды. Раз и 2. Отлично. По правому и по левому ряду накидываем резинки до самого конца. До самого конца станка. Но при накидывании обращаем внимание вот на что. Сначала накинем раз.
пару, потом еще одну пару. А вот теперь нам нужно накинуть пару или коричневых, или черных резинок. Здесь у нас будут кисти, если так можно выразиться, кисти коалы. Берем еще 2 резинки, накидываем чуть ниже и еще чуть ниже. Кисти рук я имею в виду. Коала будет обнимать с собой карандаш, и вот здесь будет у нее скрещение или сплетение рук или ног. С левой стороны точно так же накидываем сначала 2 фиолетовых резинки, потом еще 2 фиолетовых резинки, теперь 2 черных, точно так же, как и с правой стороны накидывали. Берем еще 2, накидываем ниже и еще 2 накидываем ниже. На последние столбики каждого из крайних рядов нам нужно накинуть одну резинку фиолетового цвета и закрутить ее здесь 4 оборота. Вот один раз накинули, это 1 оборот считается, 2 оборот, 3 оборот и 4 оборот. Еще одну резиночку берем и здесь тоже. 1 раз это 1 оборот, 2, 3 и 4. Возвращаемся к телу. На тело нам нужно теперь накинуть резинки треугольничками по одной штучке. Берем и накидываем одну. Чуть ниже, вот здесь у нас плечевые столбики, а чуть ниже накидываем треугольником на 3 столбика. Еще берем одну резиночку и чуть ниже тоже накидываем треугольником, заполняя промежутки между поперечными вот этими рядами. Замечательно, тело сделали. Теперь давайте обратим внимание на голову. И сейчас нам нужно сделать глаза и нос. Посмотрите, глаза у этой коалы немножко поменьше, а нос совсем большой. И мы с вами тоже это постараемся воспроизвести. Делаем это так. Сначала глаза делаем. Берем одну резинку черного цвета и накручиваем ее на крючке 4 оборота. 1 раз, 2, 3 и 4. Это 1 глаз у нас будет. И 2 берем глаз с помощью черной резинки, тоже делаем. 1, 2, 3, 4 оборота накручиваем. Далее берем фиолетовую резинку, накидываем на кончик крючка. И все вот эти оборотики скидываем на эту резиночку, натягивая их и скидывая вот на эту резинку, которую придерживаем пальцем и крючком. Теперь эту глазную резинку размещаем на 2 столбик правого ряда и на 2 столбик левого ряда. Глаза раскидываем с помощью крючка по краям. И здесь у нас двойная резинка. Нам нужно взять одну часть этой двойной резинки и накинуть на 2 столбик центрального ряда. Вот такие глаза у нас получились. Но, чтобы глаза были более живыми, можно использовать бусины. И я как раз бусины и буду использовать. Вот посмотрите, такие бусинки очень хорошо подойдут. Это 6-миллиметровые бусины. Они продаются в любом магазине, где торгуют нитками, иголками и другими вязальными вещами. Я вот эту глазную резинку убираю, потому что буду использовать бусины. А вы же, если бусинок у вас нет, то оставляйте. У этих бусинок довольно маленькое отверстие, поэтому просто резинку мы в них не сможем просунуть. А в помощь нам будет проволока. Я сделал проволочку вот такую, вставляю ее в отверстие бусины, в отверстие другой бусины. Далее беру резиночку, накидываю ее вот таким образом и вставляю, чтобы можно было бы эти бусинки накинуть на резинку. Раз, два. Вот накинули. Теперь снимаем и накидываем точно так же, как мы с вами делали секунду назад с помощью резинок глаза. Тоже их разводим по сторонам. Разделяем эту двойную резинку, захватываем одну часть и накидываем на 2 столбик центрального ряда. Теперь сделаем нос. Нос мы договорились, что будет немножко больше, чем глаза, и поэтому для создания носа можно использовать 2 резинки и накручиваем их на крючке 1, 2,
3 оборота. Не 4, как раньше, а 3. Берем вновь фиолетовую резинку, накидываем на кончик крючка. И вот эти оборотики двух резинок скидываем на фиолетовую резиночку. Одну часть накидываем на третий столбик правого ряда, другую часть на третий столбик левого ряда и размещаем этот будущий нос по центру. Но нос я тоже хотел бы сделать из бусины. И для носа я буду использовать вот такую бусину. Это специальная бусина для резинок, потому что у нее довольно большое отверстие. С помощью этой бусины можно взять и крючок внутрь этого отверстия очень удобно просунуть, и никаких не нужно вспомогательных проволочек. Тоже эту бусинку мы с вами накидываем на одинарную резинку, и я накидываю в то место, куда мы чуть ранее накидывали резинку с носом, который был сделан из черных резинок. Ну вот так нос у нас с вами размещен, и голова почти готова. Не хватает лишь ушей. В самом начале урока я говорил, что для ушей буду использовать немножко другой цвет этих фиолетовых резинок, вот такой, темно-фиолетовый. И давайте посмотрим, как следует сделать уши. Вот здесь у нас с вами тело. На этом столбике резинки для тела у нас заканчиваются, а дальше идут пустые столбики. Так вот, нам нужно накинуть пару резинок того цвета, который мы используем для ушей, вот на эту пару столбиков, чтобы у нас получился промежуток между резинками тела и резинками ушей. Пару накидываем, затем берем еще две резиночки, накидываем чуть ниже, берем еще две, опять же такие темно-фиолетовые, еще ниже и еще ниже. Получилось у нас 1, 2, 3, 4 пары. На последний столбик накидываем одну резинку и накручиваем ее здесь 4 оборота. Один оборот есть, второй оборот, третий оборот и четвертый оборот. Теперь это ушко нам сейчас нужно сплести. Плетется оно очень просто. Мы с вами просто заводим крючок внутрь последнего столбика центрального ряда. Отводим тыльной стороной крючка резинку, которая закручена сверху 4 оборота. Изнутри захватываем пару, снимаем с этого столбика и накидываем на впереди идущий. Теперь здесь изнутри захватываем, снимаем с этого столбика, накидываем на впереди идущий. Еще разочек, снимаем со столбика, накидываем на впереди идущий. И еще разочек, снимаем и накидываем на впереди идущий. Все. Дальше у нас промежуток, дальше не идем. С помощью крючка снимаем всю получившуюся конструкцию или заготовку для уха, снимаем со станка. Обращаем внимание на голову, а именно на самый первый столбик левого ряда. Все, что у нас сейчас находится на крючке, мы должны накинуть, все эти 4 петельки, накинуть на первый столбик левого ряда. Далее. В этой заготовке на другом ее конце находим резинку, которая закручена 4 оборота, и крючком все эти 4 оборота захватываем. И у нас получается петля. Эту петлю накидываем на второй столбик этого же ряда. Вот так. И у нас получается ухо здесь закреплено. Еще нам справа нужно сделать точно таким же способом еще одно ухо. Поэтому мы берем 2 резиночки, накидываем их вот здесь, чуть ниже тела. Затем берем еще 2, накидываем еще ниже. Еще пара идет еще пониже. И, наконец, последняя пара идет у нас с предпоследнего на последний столбик центрального ряда. И одну резиночку накидываем на последний столбик и закручиваем всего, чтобы получилось 4 оборота. Плетем эту заготовку. Вы уже это очень хорошо научились делать. Просто снимаем резинки с предыдущего столбика и накидываем на следующий. Здесь плетение очень и очень простое. Никаких вопросов и сомнений у вас возникнуть не должно. Снимаем заготовку для правого уха. Все, что находится на крючке, накидываем на первый столбик правого ряда. Далее захватываем
4 оборотика одной резинки на другом конце этой заготовки, чтобы получить петельку, и накидываем ее на второй столбик правого ряда. 2 уха у нас есть, и замечательно. А теперь мы с вами уже переходим непосредственно к процессу плетения самого тела нашей коалы. Начинаем с левой стороны, вот с этого ряда. Заводим крючок в последний столбик, отводим тыльной стороной резинку, которая закручена 4 оборота, изнутри захватываем пару, накидываем на впереди идущий столбик. Здесь тоже изнутри захватываем, накидываем вперед. Здесь уже захватываем черные резинки, тоже изнутри накидываем вперед. Еще раз и еще раз. И мы с вами дошли до тела. Но, внимание, сейчас вот эту заготовку нам нужно снять. Здесь захватываем крючком все резиночки и снимаем получившуюся заготовку для передних лап. Это заготовка для передних лап. Мы ее сняли со станка. И та часть, которая у нас сейчас накинута на крючке, она должна оказаться на столбике, вот этом плечевом, на левом или правом ряду. Но я накинул на столбик левого ряда, это плечевой столбик. С правой стороны тоже плетем. Раз, изнутри захватываем, накидываем вперед. 2, изнутри захватываем, накидываем вперед. Далее изнутри вперед. Еще раз изнутри вперед. И последний раз изнутри вперед. Здесь мы тоже дошли до тела, и эта часть у нас будет задними лапами. Поэтому мы делаем вот что. Придерживаем пальцем столбик, на котором мы закончили плетение. Захватываем вот здесь крючком и снимаем всю эту заготовку для задних лап со станка. Та часть, которая у нас сейчас находится на крючке, идет на последний столбик левого ряда, на котором находятся резинки. Просто берем все эти петельки, натягиваем и накидываем вот сюда. Чтобы вот эти задние лапы нам не мешали плетению, мы с вами их немножко натянем и зацепим вот за этот столбик центрального ряда. И продолжаем плести. Здесь заводим крючок и захватываем пару, которая находится выше всего. В моем случае эта пара относится к центральному ряду. Я снимаю ее с этого столбика и накидываю на столбик центрального ряда. Следующая пара здесь у меня относится к левому ряду, и поэтому я накидываю ее на столбик левого ряда. Здесь отводим крючком резинку, которая закручена треугольничком, накинута. Отводим ее, захватываем изнутри пару, накидываем вперед. Здесь тоже отводим треугольную, изнутри захватываем пару и накидываем вперед. Замечательно. Теперь давайте центральный ряд сплетем. С правым рядом немножко погодим, так сказать. Единственное, что мы сейчас можем сделать еще, это вот с этого столбика накинуть резиночки на центральный, чтобы мы могли продолжить работу с центральным рядом. Захватываем пару, которая находится сверху, в моем случае эта пара к центральному ряду относится, и накидываем ее вот сюда. А теперь можем плести центральный ряд. Отодвигаем здесь все лишнее и захватываем самую нижнюю пару резинок, накидываем на впереди идущий столбик. Здесь тоже изнутри захватываем, накидываем вперед. И здесь изнутри захватываем, накидываем вперед. Теперь обращаем внимание на заготовку вот этих лап. Берем и на другом конце этой заготовки ищем резиночку, закрученную 4 оборота. Сквозь нее продеваем крючок, и у нас получается петля. Эту петлю накидываем на правый плечевой столбик. Вот. И лапы у нас получаются закреплены на двух вот этих столбиках. И теперь мы можем продолжить плетение. Остановились мы на плетении правого ряда. Захватываем изнутри пару, накидываем вперед. Отодвигаем треугольную, изнутри захватываем пару, накидываем вперед. Треугольную отодвигаем, накидываем вперед. А теперь немножко будет сложновато. А сложность заключается в том, что на этих плечевых столбиках
накинуто очень много резинок, и нам нужно захватить нижнюю пару. Я завожу крючок сверху, захватываю очень внимательно нижнюю пару, немножко ее вот так вытягиваю, чтобы резинки не порвались, и накидываю на столбик центрального ряда. С правой стороны поступаем точно так же. Нам нужно самые нижние резинки захватить. Захватываю самые нижние. Немножко вытягиваю. Снимаю с этого столбика и накидываю на столбик центрального ряда. Теперь будет тоже сложный момент, потому что на центральном столбике у нас накинуто много резинок. Отодвигаем их все, кроме нижней пары. Захватываем эту нижнюю пару, снимаем со столбика и накидываем на впереди идущий. Тело мы сплели и добрались наконец-то до головы. Но голова плетется совсем несложно. Здесь захватываем пару, которая находится выше всего. В моем случае эта пара относится к центральному ряду. Снимаем с этого столбика и накидываем на впереди идущий. Обращаем внимание, чтобы бусина или резинки, если вы используете резинки, были между вот этими резиночками фиолетовыми. И здесь теперь тоже заводим, захватываем следующую пару. В моем случае она относится к левому ряду. И здесь оставшуюся пару накидываем на столбик правого ряда. Продолжаем плетение. Захватываем самую нижнюю пару, накидываем вперед. Здесь тоже самую нижнюю захватываем. Можно боком тоже развернуть станок, чтобы вам было лучше видно. Снимаем с этого столбика аккуратненько и накидываем вперед. И, наконец, по левому ряду последняя пара. Мы ее с вами снимаем с этого столбика и накидываем на первый столбик центрального ряда. Теперь разбираемся с центральным рядом. Остановились здесь. Захватываем изнутри пару, накидываем вперед. Глаза должны по сторонам быть раскиданы. Отодвигаем резинку, которая у нас является глазной. Изнутри захватываем пару, накидываем на впереди идущий столбик. И, наконец, правый ряд остался. Захватываем пару, снимаем, накидываем вперед. Захватываем самую нижнюю пару, немножко вытягиваем, снимаем с этого столбика и накидываем вперед. И, наконец, последняя пара у нас идет на последний столбик центрального ряда. Готово! Теперь, прежде чем снять всю эту конструкцию со станка, нам нужно взять одну резиночку и вот что с ней сделать. Заводим крючок сквозь все резинки, которые находятся на последнем столбике центрального ряда. Накидываем на крючок резинку фиолетового цвета и аккуратненько выводим ее сверху. Теперь из этой резинки мы должны сделать петлю, проведя одну часть этой резинки внутри другой части ее же самой. И затягиваем. Теперь снимаем получившуюся конструкцию со станка. Вот такая панда у нас получилась. Давайте разместим глаза и нос на той же стороне, где у нас находятся лапы, чтобы их было просто хорошо видно. Если они у вас на другую сторону убежали, я вывожу глаза, нос. Все в порядке, все отлично. И нам осталось разобраться лишь вот с этой петелькой, с помощью которой мы закрепляли последние петли. А эту петельку мы просто вплетем в заднюю часть головы. Давайте сделаем это. Заведем крючок в какие-нибудь петли, захватим вот эту петельку и протащим ее внутри. Раз. Пока она у нас не скрылась, но мы с вами не расстраиваемся и еще раз ее вплетем какие-нибудь уже другие петли. Просто захватываем и вплетаем. Все, теперь эта петелька не торчит. Еще раз поправляем глазки и носик. И сейчас мы попробуем надеть эту коалу на ручку. Вот такая ручка у меня приготовлена. Я надеваю и лапки, и надеваю передние и задние лапки. И вот коала у меня готова. И она отлично висит на ручке.
Еще у меня есть ее сестра или брат и еще какой-то родственник, тоже коала, но рыжего цвета. Надеюсь, что этот урок вам понравился и вы сплетете себе тоже такую коалу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, как вам такой урок. До новых встреч, пока!